В духовной жизни русской интеллигенции 30-40-х годов, в жизни знаменитых кружков 30-40-х годов, через которые прошли и Достоевский, и Тургенев, и Герцен, зарождался метод русской психологической прозы. Исследование, философское осмысление действительности, анализ и самоанализ, эти тенденции умственной жизни 30-40-х годов станут тенденциями и русской психологической прозы второй половины XIX века. Рождаясь из одного явления, русская психологическая проза, тем не менее, потечет по разным стилевым потокам. Идя в одном ряду с Достоевским и Толстым, Тургенев в корне по стилю отличается от них. Ясные и прямые линии, как он говорит, он и искал в изображении характера того или иного персонажа. Романист знает все, говорил Текерей. Эта его формула, она в большей мере подходит к творчеству Толстого и Достоевского, но никак не Тургенева. Тургенев, если говорить о нем как о романисте, он видит все. Зрение его многоглазое. Его персонажи мы видим разными глазами. Вот, например, Базаров, которого мы видим глазами любящих его родителей, холодной Одинцовой, доброжелательного Николая Петровича, враждебно настроенного Павла Петровича и так далее. Голос автора, он растворяется среди множества этих голосов. Но, тем не менее, через какие-то иногда лирические отступления, какие-то штрихи, какие-то детали, вдруг, внезапно автор перед нами появляется, и герой освещается в этот момент совершенно с иной стороны. Удивительным образом в романе Тургенева является образ леса. Чичерин в книге «Ритм образа» очень хорошо сказал о методе психологической прозы Тургенева. Когда Тургенев брал топор и прорубал новую дорогу, а он умел это делать, тогда он смотрел в высшей степени проникновенно и зорко, изображал предмет разносторонне, и обилие оттенков затушевывало тот или другой определенный авторский приговор. Вот этот голос автора, наверное, и самое интересное найти в романе, особенно в отношении к его герою Базарову, который очень неоднозначен. Итак, в романе Тургенева несколько раз появляется образ леса. Первый раз, когда Базаров находится в имении Одинцовой, он говорит довольно высокомерно и даже в чем-то цинично. Он говорит о том, что все люди друг на друга похожи как телом, так и душой. У каждого из нас мозг, селезенка, сердце, легкие одинаково устроены. И так называемые нравственные качества одни и те же у всех. Небольшие изменения ничего не значат. Достаточно одного человеческого экземпляра, чтобы судить обо всех других. Люди – что деревья в лесу. Ни один ботаник не станет заниматься каждой отдельной березой. И вот это повышенное самомнение, что где ж тут все люди похожи, они как деревья в лесу. Вообще жизнь очень проста и понятна. И не нужно обращать на индивидуальности, потому что, собственно говоря, они никакой роли не играют в этой жизни, потому что люди все абсолютно одинаково. Жизнь проста и познаваема. Лес и есть метафора жизни, образ
жизни. Вспомните дантовскую комедию, где герой, земную жизнь пройдя до половины, очутился в сумрачном лесу. Герою и нашему, герою отцов и детей, придется рано или поздно очутиться в этом сумрачном лесу жизни, о которой он говорит так высокомерно, упрощая все в этой жизни и сводя к формуле жука. В имении Одинцовой, чувствуя свою любовь к этой женщине, любовь, о которой он говорил, не можешь добиться от женщины ничего, ну и оставь, свет клином не сошелся. Но оказалось, что он не может оставить ее и забыть. И вот эта любовь, которая, несмотря на его сильный характер, на стремление подавить в себе чувства, она прорастает в нем, она врастает в душу, в сердце, она буквально сводит его с ума. И за это он себя ненавидит. И вот именно тогда, по вечерам, он отправлялся в лес и ходил по нем большими шагами, ломая попадавшиеся ветви и броня вполголоса и ее, и себя. Вот это не просто лес, в который он убегает от собственных проблем, в котором он ищет какую-то отдушину, но этот лес словно бы прорастает и в нем самом. Этот лес и Одинцова, которую он пытается, как эти попадавшиеся ветви под ноги, ломать, да, и ломать эти сучья. Вот так же пробует он поступить со своим чувством, но абсолютно ничего не получается. После того, как он покидает имение Одинцовой, так и не сумев добиться взаимного чувства, он покидает имение, едет к своим родителям, потом возвращается снова в Марьино, к старичкам Кирсановым, но возвращается совершенно другим человеком. И там он вдруг позволяет себе ухаживание за Фенечкой, женой, ну тогда еще не женой, но будущей женой Николая Петровича. И он позволяет себе ее поцеловать, хотя никакого повода для этого она не давала. За этим наблюдал Павел Петрович, и затем он вызвал Базарова на дуэль. И опять же, неожиданно для себя Базаров соглашается. И вот тогда, накануне дуэли, снова возникает образ леса. Базаров лег поздно. Всю ночь его мучили беспорядочные сны. Одинцова кружилась перед ним, она же была его мать, за ней ходила кошечка с черными усиками, и эта кошечка была Фенечка, а Павел Петрович представлялся ему большим лесом, с которым он все-таки должен был драться. Снова лес. Вспомните шекспировского Макбета. Ему ведьмы предсказывают, что он получит власть в свои руки, он в конце концов станет королем, но это будет восхождение по ступени власти будет до тех пор, пока Бернамский лес не пойдет на него стеной. Трудно было Макбету в это поверить, чтобы лес пошел стеной, но так оно и случится. И добившись, переступая через других людей, добившись того, чего он жаждал больше всего в жизни, став королем, он все-таки видит, как Бернамский лес идет на него стеной. Это наказание за преступление. Может быть, и здесь, во сне, Базарову, как наказание за отношение к жизни, за высокомерие, за стремление свести все к этой простой формуле жука, может быть, не случайно и Павел Петрович ему является лесом. Значит, есть
как подсказывает Базарову его душа, его скрытое подсознание, подвалы, бездны его души, которые он всячески от себя закрывает, не хочет в этом признаваться, но, может быть, оттуда идет это послание, как весть и, может быть, от Бога, что нельзя бросать вызов жизни, нужно остановиться. Нельзя считать людей всех одинаковыми. Нельзя. Иначе это тоже своеобразное преступление, через которое ты позволяешь себе переступить через других людей, и так или иначе это вернется к тебе. Как мы помним, после дуэли Базаров возвращается к себе домой, и от случайного пореза он умирает. И перед смертью он просит отца позвать Одинцову. Она, как вы помните, приезжает к нему. Тогда он ей говорит знаменитые слова, уже абсолютно, в нем проснулся романтик: «Дуньте на умирающую лампадку, и пусть она погаснет». И вот тогда же он говорит и о себе: «Я нужен России». Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник. Мясо продает мясник. Постойте, я путаюсь. Тут есть лес. И вот в этом предсмертном бреду лес, как мы видим, он уже подошел. Вот та стена, которая подошла к Базарову. Понял ли он это перед смертью? Как всегда, Тургенев, здесь очень много точек зрения, разные ракурсы, разный взгляд. Мы можем посчитать, что да, наверное, понял. Не случайно ведь эти слова. Понял, ощутил, что есть в жизни то, что, как скажет Андрей Болконский, что-то было в этой жизни, чего я так и не понял. И последние слова Базарова, которые он вообще произносит в произведении, это слова «теперь темнота». Странным образом эти слова перекликаются со словами предсмертными Гамлета. В переводе Бориса Пастернака это «дальнейшее молчание», в переводе Лозинского «а дальше тишина», в переводе Радлова «потом молчание». Но стилистически они очень похожи. Теперь темнота, а дальше тишина, а дальше молчание. Так, может быть, все-таки перед смертью наш герой понял самое главное своей жизни, что есть вещи, через которые непозволительно переступать никому. Человек всю жизнь должен учиться любить эту жизнь и принимать ее, и ценить людей. Вот помните, как, когда умирает Гамлет, он перед самой смертью трижды просит своего друга поведать о том, что произошло. Почему ему так важно поведать о том, что произошло? А потому что перед смертью Гамлет понимает, что все идеи, желания сотворить добро, желание гармонии этого мира, они замечательны, но путь оказался кровавый. Что, собственно говоря, чего он добился? Да, он Клавдий, которому он хотел отомстить, Клавдий умирает, погибает. Но погибает и не только он. Погибает Лаэрт, погибает мать Гамлета, погибает Офелия, погибает Полоний. Не слишком ли дорогая цена заплачена за то, чтобы в мире воцарился порядок и соединилась связь времен, восстановилась связь времен, как он и хотел. И перед смертью он это понимает. Поэтому и просит своего друга поведать миру о том, что произошло. То есть, желая быть орудием в руках судьбы и восстановить справедливость, Гамлет, сам того не желая, становится звеном в этой передаче зла. И зло разливается вокруг,
Даже зла становится больше, чем вот в начале пути Гамлета. Так, может быть, не случайно эта перекличка последних слов Гамлета и Базарова. Может быть, и Базарову открывается та бездна и тот хаос, в который может быть повергнут мир, если мир будет жить согласно идеям нигилизма, которым был так верен Базаров. Но роман заканчивается не смертью Базарова. В конце романа мы оказываемся на кладбище, где растут только на могиле Базарова елки. Растут, это слово у Тургенева выделено, растут елки, да вокруг канавы начинают зарастать деревьями. Наверное, и здесь когда-нибудь вырастет лес. И частью этого леса и будет Базаров. Леса, то есть жизни. Никакая жизнь и смерть не бессмысленны, словно говорит нам Тургенев. Природа – храм. И жизнь, которую мы должны научиться любить, больше ее смысла. И раз природа – храм, то и жизнь человеческая никакого человека не бессмысленна. И он остается навсегда в этой жизни, в этом лесу.